Много говорилось на этой Генассамблее о реформировании ООН. И вот недавно президент Финляндии Александр Стуб тоже на эту тему размышлял и предложил исключить Россию из Совета Безопасности. Насколько вообще такое возможно и как следует относиться к таким предложениям? Спасибо большое. Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ. Я знаю хорошо Александра Стуба, когда он был министром иностранных дел. И, кстати сказать, когда он в дни пятидневной войны, развязанной Саакашвили против Южной Осетии и против российских миротворцев, он вот сразу после ее окончания он побывал в Тбилиси и на обратном пути заехал в Москву. И мы с ним один на один сидели, готовились к переговорам уже с нашими экспертами, и он мне поведал о своих впечатлениях от встречи с Саакашвили. Это нецензурное выражение, прилагательное я имею в виду, а существительное, которое он употребил, лунатик. Ну, вы можете догадаться, какое было прилагательное. И я ему говорю, ну так ты расскажи всем, что это за человек. Он говорит, да нет, ну зачем, как бы это не надо. Поэтому можно много привести историй из скандинавского фольклора. Но если серьезно говорить, меня больше удивило другое. Это он хочет быть больше украинцем, чем украинцы. Я знаю, что киевские представители постоянно долдонят о нелегитимности Российской Федерации, поскольку в уставе записан Союз Советских Социалистических Республик. Но на минуточку хочу сказать, что в уставе и записана Республика Китай, а не Китайская Народная Республика. Осталось все так, как было при создании ООН, когда Тайвань представлял Китай. А когда Китайская Народная Республика восстановила свои права, когда Россия, как продолжатель Советского Союза, стала членом Совета Безопасности, просто решили ничего не менять, потому что всем и так все понятно. Но, возвращаясь к тому, что я вот начал говорить, меня больше удивил генеральный секретарь, который заявил, говоря о реформе Совета Безопасности, что нужно, Европа перепредставлена. А от Европы среди постоянных членов Франция, Великобритания и Российская Федерация. Я с ним вчера встречался, я спросил, вы действительно считаете, что мы вот как бы одним миром мазаны с Лондоном и Парижем? Он говорит, ну а кто же вы такие еще? Так что такое понимание геополитической картины мира наводит на серьезные мысли. Это все-таки генеральный секретарь ООН.